Кто заплатит за твои слезы? Давай посмотрим вместе новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, с вами Вика. Настраивайтесь на расклад, не забывайте ставить лайк, подписываться и делиться этим видео. Ну и, конечно же, давайте посмотрим вашу сигнификацию. В каких энергиях вы находитесь, что вы за человек. Ну и ваш ли это расклад, конечно же. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Вы человек мечтательный, вы очень такой, знаете, романтичная натура, вы, может быть, даже в чем-то немножко наивный. Есть некое такое у вас, ну, я не знаю, это даже не ребячество, но есть какие-то черты характера, которые могут быть у совсем молодых мужчин, да? Порой безбашенность, порой какие-то, ну, прикольчики, ну, вот так вы себя можете вести, ну, действительно, как мальчишка, как взрослый мальчишка. Вы, возможно, сейчас находитесь далеко от дома, либо же кто-то планирует уехать, кто-то, может быть, уже за границей, да, поскольку это общий расклад. Возможно, вы недавно приехали издалека, да, ну, то есть у кого как проиграется, либо же это будет дальняя дорога к своим близким. Вы человек очень светлый, у вас идет светлая энергетика. Вы очень сильно любите детей. И неважно, вот есть у вас дети, нет, вы все равно, ну, может быть, даже как я не знаю, как к своим относитесь к чужим детям. Ну, либо же там к своим племянникам, племянницам, если у вас их нет, да, допустим, своих детей. Но, в общем-то, знаете, за этой вашей такой вот внутренней добротой, вашей такой светлой энергетикой скрывается довольно сильный характер. Вы его показываете, но очень редко. Чтобы увидеть ваш характер во всех его проявлениях, но это действительно нужно постараться. Нужно вас уже так задеть, либо же это что-то очень дорогое для вас должно быть задето, либо же что-то очень ценное для вас, да, когда у вас, ну, реально все, у вас как, не буду говорить, у какого животного, приливает кровь к глазам. Напишите в комментариях, вы знаете, какое это животное? Ну-ка, догадаетесь или нет? И тогда вы готовы, ну, реально, пасть порву, моргала выколю, да, как в фильме когда-то говорили. Давайте как раз сделаем по этому поводу маленький опрос. Когда-то давно я уже его делала, но поскольку у нас много и новых зрителей, и новых подписчиков, давайте напишите все в комментариях, вы имеете деток? Если да, то сколько у вас деток и планируете ли вы, мечтаете ли вы о детях? Вот пишите все. Даже те, кто писали, ребят, всегда очень интересно читать ваши отзывы. Вы человек очень любящий воду. Возможно, даже проиграется водного знака зодиака. Может быть, даже вы живете у воды, где-то там, у кого-то это озеро, речка, море, океан, неважно. Но вот вода – это ваша стихия, вода вас может успокаивать. Вы можете принимать вот банально просто такие успокоительные ванны. Но то, что вы человек такой сплошной позитив, это однозначно. Что еще? Давайте коротко посмотрим. Да, даже кубковым королем вы вышли, ребят. Однозначно вы человек-добряк. Человек, который по жизни руководствуется исключительно своими чувствами, своими эмоциями. Нетрезвым расчетом вы подходите. Особенно это касается личных отношений. У кого-то могут проигрываться на сегодняшний день, может быть, какие-то конфликтные ситуации. Может быть, вы с кем-то поругались, да? Неважно, давно, недавно. Но вот вы как будто находитесь в этом осадочке, да? С кем это может быть конфликт? Давайте уточним. Ну, это женщина. Это женщина. Причем женщина такая любительница гульнуть. Женщина, которая могла ходить направо, налево. Может быть, что-то недовыясняли. Да? Кто-то, может быть, еще в браке живет, либо просто в отношениях с такой женщиной. Даже если вы расстались, тоже может проиграться, что все равно есть какие-то спорные вопросы между вами. Либо там дети, либо еще какие-то нерешенные вопросы. Ну, то есть напишите, ребят, у кого резонирует,
какие спорные моменты с вашей прежней женщиной у вас до сих пор проигрываются. Кто-то сейчас вот реально может проходить стадию развода, либо же стадию, когда вы судитесь по алиментам, да, ну то есть какие-то судебно-юридические дела. Может быть, это не обязательно разводы и алименты, может быть, это дележка наследства, может быть, еще какие-то судебные дела, которые вы сейчас решаете и очень остро стоят у вас на повестке дня. Ну, в большинстве своем я вот так посмотрела по сигнификации, в общем-то, мне показано, что, ну, скорее всего, большинство из вас, вот те, кто меня смотрит, то это либо же вы холостяки, либо же вы, может быть, в преддверии вот развода, да, ну, то есть это одиночество вдвоем. Вот такой вот значимой для вас женщины я не вижу. Даже если вы кто-то живете с женщиной, ну, сердце ваше абсолютно уже не трепещет. Вы как будто устали, вот те, кто живут в отношениях, вы как будто устали, у вас эмоциональное выгорание. Поэтому, может быть, даже кто-то подумывает, может быть, еще и нету того самого судебного разбирательства, но вы уже подумываете о разводе, и вы это все-таки воплотите. Итак, давайте-ка смотреть, кто же заплатит за ваши слезы. Потому что вот добрякам как-то вот тяжелее жить, да, вот добрякам, потому что из добряков можно ведь веревки, можно очень быстро сесть на шею, знают, а он же добренький, он все простит, да, а потом снова можно накосячить. Поэтому давайте смотреть, кто же вас обижал, ну помимо женщины, да, а вы переворачиваете под себя и кому что подходит. Так, кто же будет платить? Вот уже денежка, вот уже будут платить предатели. В первую очередь показаны предатели-изменщики, так сказать, да. Люди, которых вы очень любили, ценили. Сюда можно не только женщину отнести, но и близкого друга. Можно отнести близких родственников, которые какую-то пакость сделали, либо же ну, это был какой-то неприятный момент, да, это, ну, даже от близких родственников периодически бывают предательства, да. Эти люди заплатят, но за ваши обиды, в принципе, я скажу коротко, да, забегая вперед, то, что я вижу, заплатят все. Вот заплатят абсолютно все, кто вас когда-либо обижал. Кто-то раньше, кто-то позже. Причем здесь плата будет, мы сейчас будем и дальше разбираться, будет зависеть от той боли, которую человек вам причинил. Ну, к примеру, вот я сейчас поясню, чтобы было понятно вам простыми словами. К примеру, кто-то, может быть, ну так, слегонца накосячил, может быть, какой-то небольшой конфликт был, ничего такого особо серьезного, но человек отделается малой кровью. То есть у человека может быть какая-то мелкая неприятность, да, может быть там, ну, какой-то, грубо говоря, банальный насморк, простуда, ну, какая-то такая безделушечка, да, вот такая легкая неприятность. У тех же людей, которые будут обижать вас, и те, которые обижали уже более серьезно, здесь удары, бумеранги, здесь будут идти наказания не только по здоровью, допустим, да, здесь будут затронуты все сферы жизни. То есть здесь и финансы, и здоровье, и личная жизнь. У кого-то будут серьезные проблемы по... Ну, вот именно по здоровью мне идет, да? Это в общем я сказала. В общем-то, вы даже знаете сами, что у вас крепкое слово. То, что вы часто думаете, либо же говорите, порой сбывается. Поскольку у вас есть способности магического характера, вы порой сами даже побаиваетесь иногда думать, либо говорить какие-то вещи, потому что они сбываются. Точно так вещи и сны у вас могут быть. Поэтому смотрите, в первую очередь я бы отметила предателей и тех, кто вам изменил. Ну, обычно это женщины, да? Либо же серьезные какие-то моменты с вашими друзьями, приятелями, родственниками. Здесь будет плата в большей степени идти по здоровью и финансам. Личная жизнь у тех, кто вас предал. Вот сюда, в общем-то, можно отнести и бывшую, да, потому что, как правило, ну, здесь, да, однозначно. Здесь человек будет очень сильно страдать. Здесь придет момент, я не говорю, что это сразу, у кого-то раньше, у кого-то позже. У человека
будет такое, знаете, вот истощение сил. Потому что наказание будет идти от высших сил, а они знают, что они делают и кого и как нужно наказать. Поэтому самое сильное наказание здесь будет, ну, я бы отметила все-таки, даже если брать в сравнении вот финансы и здоровье, то здесь здоровье, наверное, это будет самый трэш. Может быть, уже кто-то из вас слышал, если вот вы, ну, либо общаетесь там с бывшей, если вы, может быть, с общими там друзьями, приятелями еще как-то общаетесь, вы уже можете слышать не очень приятные отзывы. У кого-то может проиграться, что она начинает, ну, как бы скатываться, да, вот в рюмочку все чаще заглядывать. Она может болеть, она может быть в таком очень депрессивном состоянии. То есть ей все хуже и хуже будет по здоровью. Даже если вот вы сейчас, допустим, скажете, да нет, она здравствует, у нее все классно, это все случится, но всему свое время. Причем на ней тоже будет магическое воздействие. Я бы это тоже хотела отметить. Я не буду сейчас разбираться, каким образом, кто ей это сделает, но магия тоже ударит по ней. Поэтому вот я абсолютно не завидую вашим изменщикам, предателям, но это близкий круг. Вот именно близкий круг. Я делаю акцент на людях, которые предали вас, самые близкие. Друзья, там жены, допустим, да, родственники, которые, ну, такие, ближнего круга. Пра-пра-пра, там, двоюродные, троюродные, это мы не в счет, это не берется абсолютно в счет, а вот именно те, которые вам близки. Вы даже знаете, вот мне показано, что вы знаете какие-то истории о людях, которых даже вы не пытались наказать ни силой мысли, ни каким подобным образом, ничего. Вот вы как будто отпустили ситуацию, но высшие силы их уже наказали. И по здоровью, и по финансам мне показывают. У людей как бы нищание идет, нищета такая идет, да, вот те, которые вас наказали. Напишите, у кого это проигрывается. Потом по личной жизни еще, ребят. Очень сильно будет бить по личной жизни. И как вашей прежней женщины, которая вас предала, да, которая сделала больно, теперь будут делать больно и ей. Вот почему-то мне постоянно о личной жизни говорят. Снова показано, что да, магия. Люди, которые тем или иным образом вас затрагивают, но здесь вся Вселенная, просто все силы добра и зла будут их наказывать. У вас потрясающие ангелы-хранители, которые вас оберегают, и, ну, в общем-то, они разберутся с вашими обидчиками. Люди, которые перешли каким-то образом вам дорогу, они будут, вы знаете, как будто отбиваться от проблем всю жизнь. Помимо того, что, да, у кого-то ударит по здоровью, там, да, по личной жизни и так далее, у них будет полно еще и мелких, ну, таких вот, может быть, бытовых проблем. Это может у кого-то проиграться как черная полоса. Это жизнь, может быть, у кого-то даже, ну, не то чтобы жизнь, а работа на лекарства, как говорят, да. Это ужасно, это страшно, но тем не менее это все они заслужили. У них не будет покоя. У них не будет покоя в жизни, у каждого это по-своему, да, вот какие-то проблемы. Вот, это, ну, в общем-то, не заслужили. Это так предрешено было. От своих действий они получили то, что они заслужили, заработали. Кто даже не знает какой-то, ну, не ведает информацией о своих обидчиках, неважно, женщина, либо там друзья, родственники, будет у вас возможность узнать. Вы узнаете, кто-то скажет, либо напишет, да, вот как твой, допустим, друг-приятель опустился, либо остался без работы, там, либо жена ушла, и он там в рюмочку начал заглядывать. Ну, то есть такие ситуации, которые будут превращать, казалось бы, вот сильных людей, сильных духом, они будут превращать в нищих, в больных, в таких страдальцев. Вот именно те, кто вас обидел. Но, как мне показано, это по справедливости высших сил. Есть какая-то женщина, почему-то мне сейчас идет о ней информация.
ну, которая, наверное, получит самый большой такой удар в жизни. Здесь, ну, я думаю, это чуть попозже будет. Женщина, которая получит, опять же, хоть и по заслугам, но, знаете, ее жизнь превратится в ад в каком-то смысле. И по болячкам, и по безденежью. Здесь могут быть и травмы, здесь могут быть и какие-то, ну, может быть, опасные ситуации. Это может быть авария, там, ну, либо же какая-то страшная болезнь. Ну, то есть ей не позавидуешь. Почему-то мне идет информация именно об одной этой женщине. Что это за женщина? Давайте-ка уточним. Мне прям самой интересно. Ну да, женщина с характером, злая, но которую вы когда-то любили, ради которой вы когда-то впахивали. Очень мне она похожа на бывшую, ребят. Вот снова-таки вокруг да около, а информация вот немножко повторяется, да, в течение расклада. Почему-то акцент вот именно на женщину. То, что родственники, друзья там будут наказаны, это само собой. Но почему-то вот акцент мне дают высшие силы, как сильно будет наказана женщина, которая когда-то была безумно вам дорога, ради которой вы впахивали, ради которой вы готовы были снять последнюю рубашку, из-за которой, возможно, кто-то из вас все еще ностальгирует, да, скучает. Но, в общем-то, вы понимаете, что все, назад дороги нет. С которой вы можете ругаться, да, которая сама может владеть магией, либо же ходит куда-то к каким-то колдунам, ведьмам. Ну, то есть эта женщина расплатится по полной программе. То есть, ребят, вот резюмируя, да, то, что мы увидели. Пострадают от бумеранга все ваши обидчики. Вы это кто-то уже знает, да, вы это, может быть, по своим историям знаете, но больше всего пострадает та, которую вы любили, в которую вы вкладывались и которая не оправдала ваших надежд. Та, которая оставила вам след боли, печали, оставила след, который, может быть, даже в каком-то смысле разрушил вашу жизнь, да, она не такая, как была раньше. Хоть вы и пытаетесь выкарабкаться, но в каком-то смысле, да, было у вас, может быть, сейчас у кого-то есть ощущение, как будто у вас отрезали одну половину, да, после того, вот, что вы испытали. Эта женщина будет больше всего наказана, потому что, ну, высшие силы так распорядились, что она больше всех это заслужила. Друзья, родственники, там, знакомые, соседи, ну, это все такая считается мелочевка, но они тоже будут наказаны. А вот самая большая такая ваша боль и самое большое наказание – это исключительно ваша бывшая любимая женщина. Поэтому, ребят, я не знаю, кто-то порадуется, кто-то огорчится, кому-то из вас будет все равно, как там она будет наказана, не наказана. Ну вот почему-то мне захотелось сегодня сделать такой расклад. Я думаю, вы тоже, может быть, почерпнули какую-то информацию, то, что вас интересовало. Кто-то, может быть, просто посмотрел ради интереса. Но, тем не менее, вас обижать нельзя. Это однозначно. Вот нельзя и точка. Потому что будет жесткая расплата. Причем даже из-за мелочевочки, как я уже сказала. Поэтому вас нужно бояться в каком-то смысле. И лучше не обижать и не огорчать. Высшие силы и ваши ангелы-хранители, они всегда с вами, они всегда на страже. И всегда накажут всех ваших обидчиков. Не забывайте об этом. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!